Лень, люди узнают друг друга, глядя в глаза друг другу, да? Тебе, чтобы тебя узнали, нужно что-то громко, отчетливо сказать. Давай, поприветствовать. Да. Ну, я каждое утро начинаю так. Доброе утро. Вы слушаете утреннее шоу на радио «Максимум». С вами Леня Сенкевич и погнали. Но я тебе расскажу показательную историю. Когда я только приехал в Украину, начинал работать на одной из станций в городе Днепр, опаздывал на работу, меня подвозит какой-то частник, таксист, и мы с ним разговариваем. Он говорит: слушай, а ты где работаешь? Я говорю: на радио. Он говорит: то-то лицо знакомое. Лень, ну вообще, что такое, скажи, популярность для радиоведущего? Популярный, ты когда понял, что ты очень популярный в этой стране? Я понял, что я популярный, когда ко мне пришла работать девочка, которая говорит: я со школы мечтала, что с Сенкевичем спою сатирические куплеты, и в конечном итоге она стала моей соведущей. Прошло 12 лет, ни больше, ни меньше. Ну вот тогда я почувствовал, что имя мое уже довольно-таки известно за пределами. Не только Киева. А как ты используешь популярность? Я использую популярность, в данное время в двух случаях. Первое — это когда останавливают полицейские. Я говорю: привет, я Леня Сенкевич, слушай же радио. Он говорит: да. Я говорю: ну я поехал. Он говорит: езжай. Все нормально? Я говорю: да. А в следующий раз, сейчас они все посмотрят, и в следующий раз скажут: ну я поехал, они скажут: ну стоять. Поговорим, все, я покажу, у меня все нормально. Ну, если я нарушил, то нарушил. А в большинстве случаев вот обходится такими делами. Мне один известный телеведущий рассказывал, что он вот так же хотел воспользоваться, нажимает кнопочку, открывает окошко, полицейский говорит: ну что ты рожу выставил, ну не нравишься ты мне. Так это телевизионный ведущий, мне-то проще. Меня-то никто не знает в лицо, но знает все по голосу. А второй момент — это я, когда езжу периодически на границу, потому что у меня еврономера, я первый евробляхер вообще в Украине, то там было долгое знакомство. И потом, когда я уже приезжаю в очередной раз, там, может быть, через год, через два, вся таможня говорит: о, радиостанция приехала. Ну и тогда уже, в принципе, можно и чуть-чуть без очереди пройти. Ну вот так я воспользуюсь своим именем. У тебя сегодня важный день, ты себе выбираешь партнершу по эфиру. Скажи мне, пожалуйста, как это все происходит? Все это происходит... Как стать твоей подругой по эфиру? Ну, все это происходит, мне кажется, если в процентном соотношении, 50% вслепую, 30%, наверное, зависит от претендента, и 10% зависит от того, насколько при первой встрече ты поймаешь химию в диалоге. По тембру голоса? Нет, тембр голоса. Не, он важен, тембр голоса, потому что все-таки слушатель воспринимает и рисует себе портрет ведущего изначально исходя из голоса. Голос важен, он писклявый будет раздражать. Зачем он нужен? Утром писклявый голос, потому что у каждого мужика, допустим, рядом вот такая же сидит и пищит. Нет, ну, в зависимости от сегмента в радийном эфире, если утром, это должен быть один голос. В любом случае, этот голос не должен раздражать. Вот и все. Лень, а что больше похоже на правду? Вот какая радийная жизнь, которую нам показывали? Я знаю два таких ярких фильма. Это «Питер ФМ» и «День радио». Что на правду похоже? «День радио» похоже. «День радио» похоже? Да. Ну, по крайней мере, если брать за основу утреннее шоу, в котором я уже тут лет 15. Ну, на работе нет уже возраст не тот, да и не надо. Ну, в процессе все бывает. Но вот этот кипиш... И спите все под одним одеялом. Нет, ну, понимаешь, у нас тут более 25 станций в Киеве. Может быть, кто-то это и делает. Я нет. Вот. А Питер ФМ, скорее всего, это более идеализированное и так, чисто в привязке. Надо было снять красивую какую-то, знаешь, драму, поэтому радио новое что-то. Ну, мне так кажется. Лень, так что ты знаешь? У радио есть будущее или нет? Или подкасты, YouTube это все теперь заменяет? Сложно слушать радио по интернету. Ну, ты знаешь, мне кажется, все-таки радио один из таких моментов в нашей жизни, которые, ну,
может, знаешь, проседать в какие-то моменты вот с приходом новых форматов, гаджетов, интернета, может, еще что-то придумать. Но мы же знаем, что мода возвращается. Вот сейчас опять народ ищет, где бы купить кассету с плеером, послушать, потому что все равно это звучание было другое. Многие знакомые уже купили себе проигрыватели для винила, слушают музыку, хотя в интернете это можно накачать. Весь кайф же в том, что поставить пластиночку, протереть, поставить иголочку и как дать на ламповом усилителе. Поэтому мне кажется, что может оно будет в другом виде, но FM-диапазон, может это будет какой-то другой диапазон, не знаю. Но вот из приемников в машине все-таки люди не перестанут слушать радиостанцию. Ты фанат своей работы. Да. Это лучшая профессия в мире. Честно тебе скажу, что за последние вот года я больше ничего так хорошо не умею делать, как утром вещать по радио. Была практика в телевизоре, но в силу обстоятельств пока только радио. А чем ты в жизни еще занимался? Я, когда приехал в Украину, я был приглашен однажды в сериал. Потом я... Кого ты играл? Слушай, ну это был сериал по подобию французский аналог «Камера кафе», статичная камера, и люди в офисе какие-то там разборки делали возле кофейного аппарата. Я играл какого-то, у меня еще был ужасный остеохондроз, и я вот заклинил своей шеи. По-моему, какой-то я был сисадмином, который за весь сериал сказал 3 слова. Вот. Но тогда я заработал на первый свой мобильный телефон в Украине, а потом я попал в проекты на телеканалах, на автомобильном я вел, по-моему, пару проектов, потом была практика у меня с телеканалом Украина, был сольный проект, «Тільки один» он назывался, ну, который успешно был зарыт сразу же после первого эфира. Ну, это особенности, как мне сказали, восприятия зрителям данного формата. А потом у меня очень хорошая практика была на телеканале TVI. Такое остро-сатирическое паразитическое шоу, которое называлось «Шаленый тиждень». И после, ну, какой-то был промежуток с теми же ребятами, мы делали уже нечто подобное. Но там, если это была еженедельная программа итоговая, то потом, через несколько лет, на телеканале «Эспрессо» мы делали «Хунту Ньюс», ежедневная программа, 45-минутная. Ну, вот тут я поднатаскался. У меня было очень много гостей, много всякой информации. Я понял, что я могу вваливать без перерыва с телетекста. Ну и понятно, все эти корпоративы, это... Ну, то есть это правда, что каждый радиоведущий мечтает попасть в телевизор? Ну, ты знаешь, это какой-то шаг, потому что, в принципе, если ты чего-то хочешь достичь в жизни, ты должен попробовать себя, ну, по возможности, в разных делах. Я по жизни прошел все, ну, и от лома с Бухари командой, и, не знаю, и в колхозе работал, но как-то вот жизнь выталкивалась все равно ближе к творчеству. Газеты, журналы, радио, телевидение, вот сюда куда-то, какие-то культмассовые мероприятия. Ну, многие радиостанции уже ввели такой формат, что они не только дают звук, да, из студии, но и видео тоже. Почему у вас такого нет? Ну, многим хочется же посмотреть. Видео какое? Если просто подсматривать за людьми, которые, ну, помню, шоу «Голод» было, да, ну, ты сидишь там, статично стоит камера, ну, люди что-то делают, знаешь, как за хомяками в банке наблюдать. Это не то. Но вот у нас тут была практика, когда моя напарница пыталась раскрутить мой Инстаграм. Мы родили такой неплохой проект, назывался он «Одним кадром». Минутные ролики, ежедневные. И через какое-то время люди уже, если мы что-то там не делали, не выкладывали, то люди уже нервно писали: а где? Мы не можем утро начать без этого, без очередной серии. Сколько там подписчиков? Ну, за это время мне подняли с 500, которые у меня были, до 3000. Ну, я считаю, это такой прогресс неплохой. Но это, понимаешь, когда ты, живя все-таки камерной жизнью, вот, позволяешь себе что-то показать извне, как оказалось, наши слушатели потенциальные, ну, новые, старые, им очень интересно вот эта возня какой-то обычной в жизни, потому что все-таки люди в телевизоре, в радио, в понимании обычного человека, ну, наверное, какие-то там звезды, боги, которые живут где-то там за стенкой, и до них не достучаться. А тут ты показываешь, что ты обычный человек, и это, ну, как показало, нравится людям. Как ты попал на радио? На радио я попал в Украине или вообще? Вообще. Ну ты же не отсюда начинал.
Нет, быть родийным человеком? я начинал в своем городе, когда, по-моему, году 94-м, или, ну, где-то вот там в середине, в Эстонии появились первые FM-станции, и вот одна из них открыла филиал в Нарве, и, конечно же, все творческие люди туда пошли. Но тогда был совершенно другой формат. Там не сидел диджей, который что-то анонсировал, там у каждого, кого брали на радио, была своя часовая программа. И вот кто-то парил там про вышивание девочки, потом приходил мужик про рыбалку и грибы. Мы с парнем сделали, значит, сразу же вечернее мини-шоу, называлось оно «Трое». Ну, то есть я, он и слушатель. И был такой момент, когда мы решили, что для классности нужно врезать. Мы выпили маленькую водочку. И хорошо, что я поставил потом... Маленькую, точно? Ну да, такой мерзавчик мы выпили. Такие, у нас все в эфире получалось, мы просто там летали, мы боги. И когда я потом послушал в машине, мы послушали эту запись, я понял, что бабушки, которые вяжут в этот момент во рту, ну, никоим образом не стимулируют дальше прослушивать эту программу. Но с того момента я больше, ну, в эфире нет. После эфира да, а в эфире нет. Ну, я вот, вроде как вот так я зашел на радиостанцию, я работал, но неофициально не был устроен, потому что были 90-е, я работал в клубе, и когда меня пробивали, сказали, этот парень связан с криминальным миром, и меня не взяли официально на работу. Давай, колись. Был связан. Не, ну как, у меня знакомый, город небольшой, а кто приходит на дискотеку, ну, конечно, приходят ребята, которые в 90-е в той или иной мере с ними были связаны. Ну, и от греха подальше, просто нам не нужен такой элемент официально на радио. Но я все равно там работал, были программы, так что... Ты когда потом в Днепр переехал, тебя проверяли? А я не знаю, ты знаешь, тогда странное время было, это был 2003 год, меня взяли на радио за 3 минуты, и я начал работать, никто ничего. Мне, без украинского языка, без украинского языка, да. Гражданин другой страны. Я тебе больше скажу, я когда поменял уже вторую или третью станцию, у меня, наверное, года только через 4 попросили паспорт, чтобы устроить на работу официально. Я не знаю, как это все происходило. Ну, то есть ты в эфире, а устраивать тебя официально не надо. Не, ну платили деньги, ну и платили. А, ну что, тем более я приехал только с одним документом, всего остального у меня не было, это осталось в моем городе. Скажи мне, вот твое эстонское происхождение тебе тут мешает или помогает в этой стране? Ну, я не совсем эстонского происхождения, я родился в Эстонии. И на первых порах, когда мы начинали делать станцию, очень хорошо использовался этот момент, когда я сделал такую маленькую программку, назывались они... Это программа «Новости из Прибалтики». Я рассказывал с таким акцентом, маленькие короткие анекдотики. Ну, типа, есть Саул, что ты бросил свой кобыль, пристрелить не поднялся пистолет. Ну, такие вещи. Ну и, конечно же, то, что я прожил там большую часть жизни в Эстонии, дает возможность посмотреть на то, что происходит в Украине, немножко другими глазами. Вот и все. Скажи мне, эстонцы какие? Эстонцы, как оказалось, очень ребята трудолюбивые. И есть такое расхожее мнение, что эстонцы, ну, немножечко тормознутые люди, на самом деле нет. Они говорят очень быстро. У них хорошее чувство юмора. У них, я не знаю, какое у них чувство юмора, но я тебе хочу сказать, что когда я с ними сталкивался там по каким-то рекламным делам, вся их тормознутость заключалась, ну, с нашей точки зрения, вот, славянской, что у них был планеринг. То есть, если они спланировали, они влево-вправо не пойдут. Ну, сейчас так в Европе принято. То есть, если ты к ним врываешься со своим каким-то форс-мажором, он говорит, да вы записаны? Я говорю, нет, ну, тогда в следующий раз. Вот, а мы не можем это все воспринимать как должное, и поэтому нам непонятно, почему они в 5 часов закрывают офис и уходят там по своим делам. В пабы, еще куда-то там, в семью. У них все спланировано, они все успевают, и у них нет вот никаких авралов. Так вот по этой причине у них все хорошо, а у нас все плохо.
Ну, нет, не Мы же понимаю. все родом из советской страны Это, в какой-то период времени. Понимаешь, это все-таки менталитет и возможность быстро перестраиваться. Я тебе приведу пример про своих парней, которые прошли там и 90-е, кто-то был и в группировках и все остальное. Я приехал менять автомобиль в очередной раз, и нам нужно было из Нарвы поехать в Таллин, 220 километров. Мы садимся, ребята на заднее сиденье, они говорят: Леня, а где у тебя ремни безопасности? Я говорю: а зачем? Он говорит: а нафиг тебе нужно платить 400 евро. И они пристегнулись. То есть они смогли, вне зависимости от того, что они вот такие, там когда-то были, они там грубили, били морды, они перестроились, приняли правила игры, и в принципе ничего им не мешает существовать именно вот в таком обществе. Расскажи мне про Нарву. У них там возможна такая ситуация, как у нас в Донецке? К сожалению, Там же тоже русский мир. Ты знаешь, к сожалению, да. И в силу того, что эстонская пропаганда, ну, вообще прибалтийская, там в разы, в 1000 раз слабее, чем на российских телеканалах, да, а в Наре показывают преимущественно все центральные каналы там России, то мы знаем, как это все влияет на мозги. Поскольку Нарву можно немножко так сравнить, ну, это северо-восток Эстонии, у нас тоже здесь в Украине восток, да, северо-восток, люди там после Великой Отечественной войны преимущественно были русские завезены, чтобы восстанавливать и заводы, фабрики, город, поэтому... Лояльными, как опять же были. Да, так все были лояльными, но вот именно в этом регионе, в Нарве, осталось наибольшее количество русскоговорящих людей, и впоследствии, ну, пропаганда сделала свое дело, и мне было очень неприятно, ну, год или 2 года назад смотреть, когда на 9 мая кто-то в Фейсбуке, из знакомых в Фейсбуке моих, выкладывает фотографии, а там вся площадь наша центральная наполовину, значит, в ДНРовских и ЛДРовских флагах. Ну, мне это было очень неприятно и непонятно. И с ними бесполезно разговаривать на эти темы. То есть там промывка мозгов, ну, за исключением единиц, работает очень сильно. Скажи мне, ты же вот эту ситуацию с Донецком знаешь хорошо, потому что у тебя жена оттуда. С Северодонецка, да, Да. она оттуда, с Луганской области. Да. Расскажи мне то, чего не рассказывают наши СМИ, не успевают рассказать журналисты. Что там есть такого, что мы не знаем? Ты знаешь, ну, не рассказывай, скорее всего, страхи, ну, не могут они передать страхи обычных людей, которые симпатизируют тому, что происходит в Украине, ну, скажем так, в Киеве. И они под страхом, там, не знаю, жизни и смерти, вот как в Северодонецке, у моей тещи напротив дома, там какой-то заброшенный институт, я там всегда парковал машину, когда мы приезжаем, так туда заезжали вот в самые первые дни боевики, у них там был какой-то штаб, напротив них на крыше стоял гранатомет, ну и понятно, все это канонады вокруг них, и люди-то, понимаете, советские, помнящие еще войну, они, конечно, на трясущихся поджилках все-таки смогли в своей голове сложить, куда правильно нужно смотреть. И остались верными патриотизму, тому, что они живут в Украине, независимо даже от того, на каком они там языке разговаривают. А что они смотрят? Какие они смотрят каналы? Что они слушают? Радио «Максимум» добивают? Радио «Максимум», к сожалению, нет, но предыдущая моя станция Hit FM там работала. И даже был такой прикол, когда я всегда очень люблю тещу, она это знает, и все это в Украине знают. И она меня любит даже больше, чем своих детей. И когда она приходит в магазин, приходит в магазин с утра, там играет Hit FM, а там немного ловила станции, и она стоит, слушает мой выход, и продавщица говорит: Жиночка, ну что, вы будете что-то брать? Я говорю: да подожди, зятя, дослушаю. А кто зять? Да вот Сеньки, да что-то вы рассказываете, берите молоко. Ну, вот типа такого. А телеки, они смотрят то, что показывают, как это сейчас, вот это цифровое телевидение, Т2, приставка, 32 канала, ну, украинское. Да, ну, был момент, когда, там у жены есть брат, он, в силу того, что еще тогда показывало в том регионе и российское телевидение, он, конечно же, преимущественно смотрел, и опять же там были проблемы, что вот чувак набирался совершенно ненужной информации, но как только отсекли, все, вот это пропало, когда мозги проветрились, и сейчас более-менее в этом направлении. Скажи мне, а ты отвечал себе на вопрос, почему ты? Ну, почему ты звезда?
а не кто-то другой? Ты знаешь, я не задавал себе такого вопроса. Я как-то вообще к звездности отношусь. Ну, ты можешь быть популярным, ты можешь быть известным, но мне оно... Не, ну приятно, когда тебя узнают вот после каких-то телепроектов ну, вот в строительном магазине. Меня в отделе унитазов увидел человек, а мы с женой выбираем. Он говорит, а можно с вами сфотаться? Я говорю, ну давайте хотя бы в гвозди перейдем. Ну, такая популярность мне нравится. А ты знаешь, я осознал, что от того, что ты говоришь, очень много зависит, потому что во всей Эстонии живет 1,5 миллиона людей. Ну, сейчас меньше, я уехал. А когда я первый раз вышел в Днепре на ту аудиторию, и мне сказали, что тебя ежеминутно слушает 3 миллиона, тут я понял, что, Ленечка, надо как-то базарчик-то фильтровать. Вот скажи мне, как в эфире не перейти границу допустимого? Как ты себе ставишь рамки? Ну, есть какие-то правила, которым ты следуешь, то есть не унижать достоинство человека, любого. Нас так воспитали в радиоформате, ты не должен быть циничным, ты не должен плевать на слушателя, ты должен быть парнем с соседней лестничной клетки. Вот и все. Будь добрее. А шутить ниже пояса можно? Ну, опять же, чтобы не скатываться до пошлости, и опять же, это все от образа зависит. Вот моему образу в эфире это позволительно сказать, там, сиськи, письки и все остальное. Но не в мат, никуда, там, в какие-то, знаешь, вот такие сальные штучки. Нет, оно здесь прикольно, а так мат не проскакивает никогда, нет? Но оно проскакивает, но неосознанно, потому что, вот, опять же, я так в жизни-то припускаю в своем лексиконе, но вот как-то переходишь в эфир, оно как-то отключается автоматически. Нет, у меня есть история, когда если долго повторяю одну фразу, я, в принципе, могу выйти. У нас даже был прикол, когда на радио ловили кого-то, типа диктора, озвучить ролик рекламный. Говорит, Леня, ну иди. Я говорю, блядь, вы же знаете. Он говорит, да. Ну и там с десятка попытки получилось. Отправляют клиенту. Тут присылает ответ, говорит, вроде все нормально. Блядь, вроде и украинский. Ну что-то, сука, не то. Говорит, а что не то? Вот, он говорит, как пьяный донечанин. Ну, зато по-украински. Могу привести пример, когда у меня была соведущая. 7 утра, понятно, что у нее какие-то там были разборы. Ночью она не спала. И первый выход, там, что-то 7:05. Я говорю, я худею с твоего селфи. Он говорит, я тоже худею со своего селфи. Это уже было в эфире? Это было в эфире. Ну, конечно, в эфире вот самое страшное для ведущего, любого, это мат со стороны либо твой, либо слушателя, либо же дырка в эфире. Вот дырки в эфире мне аж снятся. Но это когда не играет ни музыка, ничего не происходит. Это когда тебе нечего сказать? Нет, это когда ты запарился, не включил ни микрофон, ни музыка не идет, и там получается, что 1,5 минуты тишины. Вот это самая засада для ведущего. У нас в телевизоре называется это ЗТМ. А это родийный ЗТМ. Как ты готовишься к эфирам? Ты собираешь себе папочку с анекдотами? В голове, в компьютере, еще где-то. Ты знаешь, ты как-то морально как-то готовишься. Я... Что ты делаешь? Или ты такой профи, тебе уже все пофигу? Ты садишься в эфир и все? Я так считал раньше. Да. Но сейчас, вот когда я поменял немножечко лошадку, работаю на другой радиостанции, то здесь я понял, просто из-за определенных обстоятельств мне нужно было прописывать практически все, что говорится в эфире. И ты знаешь, я никогда себя не хвалил, я никогда не получался эпистолярный жанр, я никогда не писал прозой, много, вкусно, жирно, чтобы это даже смешило. Да, я мог написать быстро стих, среагировать, там, спеть этот стих под какую-то минусовку, это да. Но вот так, чтобы прозы, а тут получилось, что расписался, и у меня открылся новый какой-то, не знаю, канал. Талант. Нет, который меня радует, потому что я не думал, что я это могу, а я теперь это могу. То есть я сейчас, скажем так, если взять Сенкевича полгода назад и Сенкевича сейчас, я готовлюсь на 80% больше, чем я это делал. И меня это вообще не парит, это наоборот сейчас... Лёнь, может, ты стареешь? Может быть. Визуально может быть, внутренне нет. Сколько тебе внутренне? Внутренне я себя чувствую где-то, 35 я себе дам. Когда ты пошел работать на радио, ты своим родителям, как сказал, ты чем занимаешься? Слушай, а тогда родители,
понимаешь, это 90-е, я пришел из армии, то есть родители, они получали от меня обрывки каких-то информации, я работал... Ну, им же было интересно, Лень, где ты деньги берешь? На жизнь. У них. Да, там не так много было, а то, что мы получали, тут же где-то там просаживали. Тем более, как казалось, я человек азартный и с успехом все относил в казино. Ты играл в казино? Да, это было такое. У тебя было пристрастие? Ну да, там, наверное, даже это была какая-то зависимость в какой-то момент. Но много проиграл? Ну, ты знаешь, там даже дело не в том, что проиграл. Я когда поймал себя на мысли, что ты начал тащить чужие деньги уже туда, это уже был финиш. То есть пришел момент, когда просто... А как ты вышел? А там, знаешь, опять же, все совпало так в жизни, что ввели для казиношников лицензию огромную, и их начали просто прикрывать. И вот то, куда я ходил, его просто прикрыли. Ну, подожди, другие были. Ну, а там уже не было такого. Ну, там, знаешь, в то время вообще на душу населения Эстония, говорит, была первое место, даже круче, чем Лас-Вегас. На душу населения, там, если стоял стол где-то в подъезде, покерный, уже считалось казино. И Эстония была на первом месте в этом плане. Ну, я как-то с этим справился. Я думала, сейчас расскажешь какую-нибудь историю романтичную, а меня там девушка вывела из этого. Нет, я влюбился? Нет. Я сам вышел, стыд, позор и долговые обязательства, они, конечно же, покруче любой девушки будут. Про девушек не получается поговорить. Нет, ну давай поговорим. Ну что, нет, на тот момент это были просто девушки и все. Такое, чтобы, которые тебя там за воротник держат, у меня такого не было. Ну, ты влюбчивый и необязательный в своих отношениях. Не, ну мне нравятся красивые девушки, а чего нет. Ну, так, чтобы влюбчивый, я бы не сказал. Я, наверное, все-таки как лебедь однолюб. Ух ты. Да. Ага. Твоя главная задача — будить людей по утрам, да? Нет, это не моя задача. Да. Задача будить, это, ну, Будильник. скажем так, пробуждать, будильник, да. Ну, я тебе расскажу, что вот когда вот ты просыпаешься, ну, у тебя же настроение редко бывает, очень редко. Ну, наверное, в 93% случаев у тебя говняное настроение. Нет, у меня прекрасное настроение. Ну, вот ты с этим Я справляешься. не твой слушатель, да. Нет, вообще, вот ты, как только ты просыпаешься, странно, что ты не мой слушатель, зачем тогда вообще вот здесь сидит? Нет, в большинстве случаев люди просыпаются с такой эмоцией, ну что, вот они входят в этот враждебный мир, потому что вот сейчас что-то начнется, какой-то кипиш. И вот, ну, видишь, ты, наверное, не с этой планеты, тебе повезло. Может, я ошибаюсь, но если люди просыпаются в таком настроении, вот моя цель довести их до работы в улыбке. Вот этот процесс от кровати, душ, еда, транспорт, первые там минуты в офисе, все-таки сделать так, чтобы они сказали, погнали. Сейчас модно считать чужие деньги. За эту работу много платят? Нет. Я считаю, нет. И скажу опять, это особенности украинского бизнеса, когда до 2008 года преимущественно платили в долларах, и цена соответствовала, мне кажется, твоей должности и тому объему работы, который ты делаешь. Но когда все это пришло в 2008 год, перешли все в гривну, и ладно, сначала по 4,6 считали, но когда прошло 3 года, у тебя продолжают считать в тех же долларах, но по 4,6, она понимает, что это уже зарплата в 3 раза меньше, цены растут, ты уже ничего купить на это не можешь. Поэтому... Ну и как выжить человеку творческому и такому популярному, как Ну, ты? ты же знаешь, халтуры, Так. да, и до определенного момента, до 1 года, все это было успешно. То есть хватало всем, а кто был более популярным, извините меня, жор был в момент выборов, тут уж рулетка, как прогадаешь, новогодние корпоративы хватало. Потом все это, конечно же, срезалось. И сейчас, я так понимаю, те, кто остался на плаву, это нормально. Ну, сейчас так молодое поколение наступает на пятки, поэтому... А наступает, ты волнуешься? Нет, я не волнуюсь. Нет. Очередь стоит? Хочу быть новым Леней Сенкевичем. Есть Нет, очередь стоит, может быть, каким-то новомодным парням. Вот я работал с Вовкой Остапчуком, вот тот, к нему, наверное, очередь стоит, денежных мешков. Нет, сейчас очень много молодых, талантливых пацанов, которые, и девчонок, которые ведущие, отличные, с юмором, с быстрым умом и всем остальным. Я о другом говорю, что вот когда ты работаешь диджеем, ты наверняка об этом хотела спросить, как
стать еще более популярным, для чего вообще работать на радио. А многие приходят это как трамплин для дальнейшего заработка, и, наверное, они хотят стать популярными благодаря... Кто-то попадает в телепроекты, кто-то попадает в хорошую там ивент-систему, что там чуть ли не каждый день у них свадьбы, корпоративы, дни рождения компании и все остальное. А другим просто достаточно сидеть в эфире. Ну, все зависит от человека и от его там, желаний стать в той или иной мере знаменитым. Скажи мне, а вот эти, которые новые приходят, шустрые, молодые, чем они отличаются от тебя? Чем они другие? Ну, во-первых, у них новый взгляд. Это у меня, знаешь, допустим, если я свадьбу веду, ну, конечно же, это будет конкурс с перекатыванием яйца. У пацанов на это будет совершенно другая. У них? Ну, я не знаю, они, скорее всего, взорвут в микроволновке. Я утрирую, конечно же, но вот в этом плане, вот именно по свадьбам и всем остальным сейчас, ну, ребята ушли впереди. Но это все равно, что, знаешь, вот бабушку посадить перед планшетом, она будет слюнявить, когда перелистывает фотографии. Также, нет, скорее всего, это мне минус, что я не подтягиваюсь, но я уже смотрю, я не жду каждый день звонка, что мне позвонят и пригласят вести какое-то мероприятие. Пригласят, хорошо, но не пригласили, значит, не пригласили. Ты же заработок твой. Как ты не переживаешь? Ты знаешь, наверное, я просто... Счастье не в этом? Да, оно не в этом. Оно, наверное, в каком-то уже спокойствии. Понимаешь, я когда пришел с армии, это в 91 году, и по год, наверное, 2014, я это делал чуть ли не каждый день. Мне вот уже, если честно, я просто устал. И сейчас вот родилась дочка, я хочу побольше побыть дома по ночам. Лёнь, ну надо же обеспечивать будущее этой дочки. Надо Ну, я стараюсь, вот делать поэтому... какую-то платформу, с которой она сможет взлететь, нет? Ну, ты знаешь, я вот стараюсь это сделать все-таки, доказать на той же самой работе, ведя утреннее шоу, что, ребят, ну вот вы мне заплатите, я лучше отдамся здесь полностью, чем я буду, знаешь, мало времени уделять. Получается договариваться? Пока. Пока получилось. Пока получилось. Да, и вот этого пока мы считаем, что этого достаточно, ну, а если что, ну, пойду куда-то работать грузчиком. Ну, а скажи мне, что с хитом получилось? Расскажи мне, как получилось так, что ты с хитом... самого рейтингового радио перешел вдруг на С хитом получилась интересная штуковина. Ну, ты знаешь, вот как происходит. Тут были два друга, сделали бизнес, а потом они расходятся. Что происходит? Я считаю, это все-таки человеческий фактор. И на каком-то этапе, ну, я перестал быть им, скажем так, либо настолько полезен, интересен, просто, ну, получалось так, что меня выставили как старую собаку без поводка на улицу. Бременские музыканты. Да не бременские музыканты, вообще какая-то паршивая история. Пускай, ты знаешь, останется, мне не сам уход как бы противен, а как поступили. Вот люди, с которыми ты работал там 15 лет, вот и все. Ну, так у нас со многими поступали, ты не один такой. Ну, а я попал тоже, вот я это ощутил, и поэтому флагом в руки. А ты следишь за тем, что там происходит? Конечно. А, тебе интересно? Конечно. Амбиции? Амбиции. Ты знаешь, я занимаюсь тем же делом, которым и занимался, но теперь я занимаюсь этим сам. И я понимаю, что если бы я продолжал там это делать так же, без туевой хучи людей, которые тебе там что-то советуют, понимаешь, по делу и не по делу, то можно было и продолжать там работать. Но я наблюдаю, как они справляются с задачами, которые озвучивают и озвучивали, в которых мне было не место. Ну. Скажи мне, а что интереснее, что круче, быть программным директором или быть ведущим в прямом эфире? Слушай, у меня получилось так совмещать, поэтому, ну, две разные штуки. Ну, какую работу ты любишь больше? Да ты можешь быть организатором, администратором, наказывающим, формирующим? Я могу, но я, понимаешь, я человек творческий. Вот я об этом, да. Конечно, эфир мне ближе, производство каких-то программ, чего-то нового, да. Но вот сам админ, вот этот ресурс, он меня всегда немножечко тяготил. Я, ну, никогда не ходил там, не наказывал с хлыстом там диджеев и все остальное.
у меня такое, знаешь, какое-то, наверное, неправильно, может быть, программерство было. Я всегда отвечал за то, что появляется в эфире. Я отвечал и днем, и ночью, меня разбуди, я знаю, где что стоит, когда что выходит, и всегда это мог в любой момент рассказать, продать, презентовать, потому что я себе это продал, и я могу это втюхать кому угодно. Вот этим я горжусь. Всем остальным, ну, там работодателям виднее. Скажи мне, у нас в телевизоре бывали темники. Так. Есть ли такая штука на радио, о ком шутить можно, а о ком нельзя? Как можно, а как нельзя? Я знаю, ты мне рассказывал пару случаев, давай. Колись. Ты знаешь, ну, все-таки в Украине с демократией пока не все так гладко, поэтому в зависимости от того, кто стоит сейчас или стоял у руля, происходят разные вещи. Был момент, когда мы работали в шоу, и акцент был на политику. Мы очень много выпускали сатирических памфлетов, песен, сатирических куплетов. И шутили в эфире, что нас слушают власть имущие. Ну и как-то дошутились, серьезно, нам сказали, что вас слушают. Звонили пару раз после таких, знаешь, терпких шуток с администрации президента, нашим руководителям. И периодически, после того, как ты там считаешь, что ты настолько хорошо прошелся в сатирических куплетах по премьеру, там еще по кому-то. Это какая власть? Это та злочинная скажем влада так, или уже это злочинно новая? и при то, что было при Арсении. Потом как-то градус сменился чуть-чуть, и мы ушли в развлекаловку, потому что народу это уже вот достало. Политика достала? Политика достала, да. Были исследования, и сказали, хочется развлечений, потому что со всех утюгов, телевизоров, топоров льется одно такое дерьмо, и оно же вот, людям хочется луч света. Но тогда были темники, и после очередного разгона на ковре из желтых листьев у руководителя я просто сказал, вы тогда скажите, про кого можно, про кого нельзя. Ну, сказали, не написали, но сказали. Вот здесь лучше не... Потому что, в принципе-то, мы ничего страшного не делали. Мы не унижали достоинство, мы делали то же самое. Допустим, что делает 95-й квартал, к примеру. Ну, был у меня момент, когда было 100 дней, допустим, Арсения Яценюка. Я спел на мотив, значит, песни из гусарской баллады. Меня зовут премьер без усы, там, и что-то завел момент про дороги и спел там давным-давно, а услышали все говным говно. Ну и, соответственно, вырвали из контекста, тут же прилетело, как вы можете, ну и все остальное. В Дне радио весело рассказывали о том, какие бывают интересные случаи в жизни радищиков, когда они были неправы в эфире. У тебя были такие случаи? Да, были, и самый яркий он связан всегда с теми последствиями, когда я что-нибудь сделал в эфире, кто-то это услышал, вырвал из контекста, передает нашему хозяину, тот звонит генеральному, и тебя наказывают на ковре. Значит, случай был связан с мемом, когда, помнишь, Юлию Тимошенко предлагали отправить в Гондурас послом доброй воли. Вот. И мы сделали такую зарисовку в эфире, что представьте себе, ну, гипотетически, что Юля соглашается, значит, едет в Гондурас, Майдан незалежности Гондураса в столице, она выкатывается, значит, на площадь, и мы ставим кусочек записи, то, что она говорила на Майдане. После этого там, значит, мой коллега еще добивает, что, как сказал лидер радикальной партии, один раз не Гондурас. Еще мы потом песню какую-то спели, и все, и ушли. У нас было правило такое, если через полчаса после эфира тебя никто как бы не вызывает на ковер, значит, проскочило. Не тут-то было. Я в тот момент, значит, снимался в программе Хунта Ньюс, и это все в подвальном помещении, телефон не брал, и когда выхожу, смотрю, у меня от генерального пропущенный звонок. Я поднимаю трубку, а это были времена, когда шла какая-то опять подготовка к политической рекламе, вот это все, какие-то выборы были. И перезваниваю, говорю, да, Игорь Николаевич. Он говорит, ты знаешь, где я сейчас нахожусь? Я говорю, где? Я в штабе Батьковщины по поводу финансов на рекламную кампанию. Я говорю, ну как ты думаешь, где деньги? Я говорю, где? В Гондурасе. Ну вот. А ты следишь за теми новыми лицами, которые пришли? Они дают поводы для шуток?
Лица политики? Да. Ну, очень много Нет, наших ты коллег, сейчас- журналистов туда пошли, например, да? Ну, вот эти гаврики, понимаешь, это сейчас получается, За ними что... же интересно наблюдать, или Да, они, понимаешь, сначала они гавкали на караван, который шел. Сейчас они сами стали в этот караван, и оно настолько сейчас все, ты знаешь, сравнялось, как-то вот это серая масса, что ярких проявлений, ну, Поросюк перестал бить мордой, все, и говорить-то больше нечего. Ну, и Добкин перестал нюхать за колонной. И больше повода не дает никто. Может быть, нет конкретных сейчас противостояний. Может, еще давно не били друг другу морды. Но как-то, понимаешь, сейчас нет вот таких ярких, одиозных фигур, про которые можно было рассказать. И оно, опять же, я тебе говорю, народ уже устал, уже все это столько раз перемололи. Хочется, чтобы было конкретное дело и меньше вот траля-ля. Лень, а если бы тебе пришли и сказали: слышь, Лень, ты такой популярный, пошли с нами в Верховную Раду, менять мир будем? Ты знаешь, я бы, наверное, отказался, потому что в данном случае, мне кажется, при данных раскладах в Украине это просто невозможно сделать. Потому что, мне кажется, яркий пример с нашими братьями-грузинами, которые вроде как-то приглашали, а потом все-таки вот это весь аппарат, эта мясорубка коррупционная украинская, она их перемолола. Приезжали там какие-то люди с хорошей идеей, это знаешь, попадали в колхозный туалет и все, и проваливались в это месиво. Пока, ты знаешь, мне кажется, пока не придет осознание к людям, те, которые выбирают там раз в 4 года вот этих людей в Верховную Раду, что с них надо требовать, потому что они все забывают, я считаю, через месяц, что они выбрали, и они имеют право взять его за ноздри и сказать: ты что там делаешь-то, чувачок? Я видел, как растолстели тот же вот этот боец Поросюк, как вот этот казак тоже. Где он сейчас? За каких людей он борется? Понимаешь, они настолько сейчас все опять, вот эта схема их поглотила, и если ты не можешь противостоять, ты станешь либо таким же, либо... Если в плане денег, Нас если что, честно... возвыхить? Нет, ты знаешь, мне кажется, тут нужен как бы трезвый взгляд. Кто-то должен объяснить людям, что, ребята, вы должны это сделать, потому что вы имеете на это право. Вот один раз это получилось, все вышли, да, все поняли, что народ может что-то сделать. И почему-то потом все успокоились. А это надо делать каждый раз. Вот не зря там забастовки в Европе, они там таксисты, да, авиаторы, железнодорожники, профсоюзы качают, и они добиваются, чтобы их услышали. У нас же все, власть забрала на лицо и ничего не делает. С другой стороны, если ты меня спросишь: Леня, хочешь ли ты себе там на ближайшие 2 сессии обеспечить жизнь? Фиг его знает. Нет, наверное, таким путем нет. А тебе важно, что ты делаешь в плане того, что на тебя смотрит дочь, как тебя оценивает жена, твои близкие люди? Ты знаешь, я давно занимаюсь своим делом, и мне не стыдно говорить дочке, чем папа занимается. Я делаю, считаю его качественно, плюс-минус где-то хорошо, если ленюсь, не очень, поэтому я за себя доволен в этом плане. Еще побольше платили, то вообще нормально было. А что ты успеваешь смотреть, слушать, читать? Или не успеваешь? Смотри, с новым графиком у меня немножечко так все поменялось. Я успеваю только когда вот ты подготовился к завтрашнему дню, к завтрашнему утру. Я успеваю, может быть, 1 серию какого-то сериала. У меня там есть 3-4 сериала, которые... Слушай, я смотрю качественные сериалы типа Castle Rock, сейчас пошел по Стивену Кингу, потом у меня 3-й сезон про какую-то баронессу, называется «Королева Юга». То есть я отслеживаю там сезон, жду, когда выйдут «Игры престолов». То есть то, что я смотрел... Следишь? Да, 10 лет сидеть или 11 на «Теории большого взрыва». Конечно, если выходит новая серия, я ее с удовольствием посмотрю. То есть, опять же, я тебе говорю, я однолюб. То, что я начал смотреть 3-4 года назад, если появляется новый сезон, а это показатель качества, то есть он востребован, конечно, ты же смотришь вот это все. А что ты читаешь дочке на ночь, если читаешь?
Она еще маленькая. Я и пою, поскольку я страдаю такой штуковиной, что, как это, акын, знаешь, что вижу, то пою, и я что-то бурчу, и такая получается. А давай спой. Ну, я и привез из Германии, когда мы были, такой, знаешь, музыкальную домик мягкий с какой-то там шарманочкой. И 3 этих из тряпочек каких-то зверушек. И дали им имена Додя, Гадя и Адя. И я и пел: приходит Додя, приходит Гадя. Вот поэтому, что приходит Адя, пришел медведь. Уходит Адя, уходит Додя. Уходит Гадя, ушел медведь. Ну, вот такие штуки. Лёнь, а если бы ты писал сценарий фильма об украинских радищиках, что бы ты туда вставил? Какие интересные истории своей жизни? Свои интересные истории жизни. Ну, конечно же, все интересные истории. Родийной жизни. Родийной жизни. Ну, случаи элементарные, допустим, просто со слушателем, это классические, когда мы играем с человеком, какая-то весна у нас здесь, мряка такая, знаешь, снег тает, чувак играет с Крыма, Гриша, он гуляет по берегу моря. Гриша выиграл что-то, и я ему в конце что-то так на эмоциях говорю: Гриша, можешь какую-то вот навскидку взять песню и спеть? И он начинает петь, и мы слышим, что в эфире звучат слова, а нам похуй, похуй. Да мы, что такое? Ну, говорит, ладно, Гриша, слушай, ну, давай еще раз. И он опять это начинает. Ну, мы говорим: спасибо, Гриша. Я кладу трубочку и за эфиром у меня спрашиваю: Гриша, что за песня? Он говорит: ну, вы просили навскидку. Это песня какого-то барда, я не помню, как ее зовут. Говорит: да подожди, бард не важно, что за песня? А говорит: ну, эта песня, там в первых строчках поется: не сойтись нам с эпохою, эпохою, эпохою. Лёнь, ты умеешь грустить? Да. Когда ты грустишь? Я грущу один по вечерам, когда начинаю, знаешь, заниматься рассмотрением ближайших перспектив. И бывает так, что та ситуация, которая вокруг тебя, радуги никак не рисует. Ты всегда был такой балагур и весельчак? Да. Ну, как, с рождения? Когда Да, ты начал шутить, вот ты помнишь? Я начал шутить. Я с 1 класса ходил в кукольный кружок, но с куклами никогда не играл. Меня все время ставили буфером между детьми и ребятами за кулисами с куклами, ой, за ширмой с куклами. И я помню 3 класс, какая-то постановка «Буратино и друзья». Я выхожу перед сценой, у меня вот так все трясется, там сидят такие же, как я. Он такой: здравствуйте, ребята. Они такие: здравствуйте. Я говорю: а ну-ка еще раз. Оттуда, наверное, и пошло. Так что с самого раннего возраста. Да даже фотографию помню в садике. Я все там в зайчиках и снежинках, а я фокусник. Блин, я делаю фокус. Ну, правда, кислое лицо, видать, не получилось, но я фокусник. Ну так. Фокусник, Лёня.